Всем привет, господа! Сегодня у нас небольшой лайфхак о том, как открыть баночку с вкусняшками. В данном случае черное смородиновое варенье. Все знают, как порой бывает сложно открыть баночку, когда у нее крышка такая на закрутке. Неважно, баночка собственного приготовления продукта внутри, либо купленная в магазине. Что для этого нужно? Есть три способа открывания. Нужен друг, который будет держать баночку, вы открываете крышечку. Даже можно использовать полотенце, чтобы руки не проскальзывали. Как правило, это удается, но не всегда. Тогда есть другой способ, с помощью ножа. И третий способ я вам покажу, когда она открывается буквально за пару секунд, причем неважно, какой человек, скажем, как я, мужчина там сильный, здоровый, спортивный, либо это женщина, либо это ребенок. Будет открыта не только баночка с вкусняшкой, но и сохранена ваша крышка в первозданном виде, которую вы сможете использовать в следующий раз, закатывая туда вкусняшки в баночке. Сейчас я вам покажу, как открыть баночку варенья, которая была закатана самими, либо была куплена в магазинах, и крышка трудно поддается. Но обычно многие делают, обращаются за помощью к другу. Один держит баночку, второй пытается открыть крышку. Даже берут в помощь там полотенце. Ничего порой не получается. Что еще тогда делают? Берут ножик, вставляют между крышкой и банкой, слегка поворачивая ножик, вставляя его туда внутрь, и пузырек воздуха пройдет в баночку, и тогда уже крышка легко открывается. Метод хорош, да, если вам только нужно открыть баночку. Элементарно делается, сделает любой. Но задача у нас немножко другая. Нам нужно не только открыть баночку вкусного варенья, либо еще чего-нибудь там купленного в магазине. Нам важно, для тех, кто занимается заготовкой припасов, сохранить крышечку в первозданном виде. Потому что после вот этого способа у вас крышка деформируется. И когда вы будете в очередной раз осенью заготавливать себе вкусняшки, там закатывать там варенье, те же там, я не знаю, что еще там, огурчики, там грибочки и так далее, то велика вероятность, что ваша крышка потом не сработает должным образом. Она вроде как бы и закроется, да, но вполне возможно, что потом, когда вы ее закатаете горячим, она, может быть, после остывания все-таки воздух туда запустит внутрь, и ваши запасы придут в негодность. Либо в негодность, либо верхняя часть варенья там покроется пенициллином, плесенью. Придется снимать эту плесень и так далее. Поэтому, чтобы сохранить крышку в первозданном виде, делаем так, как я вам покажу. Повторяйте за мной, и у вас все получится. Это может сделать не только мужчина, это может сделать женщина, ребенок, кто угодно. Итак, смотрим. Берем просто наши руки, вот так перекрещиваем пальцы. Вот. И вот этими частями ладоней обхватываем ребро баночки. Начнем. Руки в замок. Обхватываем ребро баночки. Сейчас я ножик отодвину.
услышали. Все, воздух зашел. Усилия, ну, скажу вам так, ну, килограмма 2 нужно примерно приложить. Все, крышечка открывается. То есть можно сделать любой, что мужчина, что женщина, что ребенок. Все, буквально несколько секунд, пару секунд. Поставили баночку, руки в замок, прижали, все, так услышали, воздух зашел. Все. Ну, в общем, вот так. Варенье. Запах летом. Запах летом пахнет. На улице сейчас минус 3,8 метеостанция показывает. Снег, примерно 30 сантиков навалил уже, валит вторую неделю. Метет. Даже оранжевое предупреждение прислала на мобильнике эти самые операторы от страны. Чай я уже заварил зеленый. Сейчас буду его пить. Ну а вы, кому понравилось видео, пальцы вверх, подписывайтесь на канал, будут еще обзоры. Всем пока.